Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о семье певицы Натальи Королевой и о работе антикоррупционного комитета. Сегодня утром члены организации по борьбе с преступностью и коррупцией Александр Ширвинд и Александр Буйнов срочно прибыли в женский следственный изолятор города Москвы в связи с трагической ситуацией, произошедшей с матерью Натальи Королевой. 78-летняя Людмила Ивановна Порывай известна не только как мама Натальи Королевой, но и как единственная женщина в российском шоу-бизнесе, которая завоевала репутацию криминального авторитета. За последние 3 года мама Натальи Королевой сумела печально прославиться на весь мир. Сначала она обвинялась в крупном финансовом мошенничестве, связанном с недвижимостью в Соединенных Штатах Америки в городе Майами, а позже оказалась в женском СИЗО города Москвы за тяжкие преступления. На счету Людмилы Порывай немало криминальных подвигов: устройство побега своего внука из СИЗО, покушение на жизнь супруги Константина Эрнста, Людмилы Нарусовой и дочери Ларисы Гузеевой, которые в разное время находились с Людмилой Порывай в одной камере следственного изолятора. Однако на этот раз все трагически сложилось для самой Людмилы Порывай. 78-летняя женщина, которая находится в СИЗО города Москвы уже почти полгода, занимает авторитетное место в камере и является смотрящей среди арестанток. Однако прошлой ночью произошло чрезвычайное событие с печальными последствиями для Людмилы Порывай. Несколько дней назад в камеру, где находится Людмила Порывай, поместили 42-летнюю Татьяну Самарскую, крупного криминального авторитета города Самары, которая отбывала уголовные сроки за разбой и убийство мужа. 2 женщины несколько дней конфликтовали, выясняли отношения и определяли, кто будет главным в камере. Однако молодость и сила победила. По словам администрации заведения, минувшей ночью произошла схватка между Людмилой Порывай и Татьяной Самарской. 42-летняя Татьяна Самарская нанесла Людмиле Порывай тяжкие увечья в виде сломанного носа и черепно-мозговой травмы и в буквальном смысле загнала мать Натальи Королевой под нары. Большего унижения для криминального авторитета не существует. Поэтому мать Натальи Королевой не только оказалась в больнице в тяжелом состоянии, но и потеряла свой тюремный статус. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. На данный момент в Москве проводится операция «Перехват». Члены антикоррупционного комитета совместно с полицией проводят поиски еще 4 преступников, которые 2 дня назад совершили нападение на загородной даче на семью Вячеслава Добрынина, в результате которого погибла внучка известного певца. Под подозрением находится Родион Газманов, семья Ксении Собчак, Константин Эрнст и Ольга Бузова. Все те люди, у которых в разное время антикоррупционный комитет конфисковал имущество. Дочь Вячеслава Добрынина, которая также получила ранение при нападении, находится в тяжелом состоянии. Состояние члена комитета Игоря Скляра улучшилось. Он был переведен в общую палату после тяжелого ДТП, которое произошло несколько дней назад на трассе Санкт-Петербург-Мурманск. Александр Домогаров, который после перенесенного инсульта также находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно. Он принимает активное участие в онлайн-работе антикоррупционного комитета. Организация Никиты Михалкова оштрафовала певицу Полину Гагарину на 300 тысяч рублей за музыкальный концерт под фонограмму. Все зрители получили компенсацию и им вернули потраченные деньги за билеты. Завтра у антикоррупционного комитета появится своя собственная электронная почта. Все желающие смогут послать обращение и рассказать о своих проблемах.
Адрес электронной почты антикоррупционного комитета мы озвучим в завтрашнем видео. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.